Сегодня 31 августа 2022 года. Первый день моего путешествия, моего пути. Я в Лионе. Выспалась отлично, не хотелось выходить из номера, но хозяйка отключила Wi-Fi и пришлось. Поначалу планировала не тратить силы на осмотр города, а сразу идти в путь. Но сегодня пришло понимание, что я хочу в нем задержаться. Лион великолепен. Очень древний город. Основали его римские легионеры в первом веке до новой эры. От слова «легионер» и происходит его название. История Лиона насыщенная. Были и периоды расцвета, и полного упадка после периодов кровавых и разрушительных войн. Сейчас это очень уютный, комфортный город с огромным количеством достопримечательностей, скверов, парков. Я, конечно же, в первую очередь побежала посмотреть на дом Ботинес, который построил Гауди для торговцев тканями. На площади перед домом, на лавочке, и сам Гауди в бронзе. Привет, друзья! Сегодня 31 августа. Я в городе Лион, Испания. Позади меня дом Ботинес, творение великого Гауди. А я сегодня, похоже, начинаю свой путь Камино де Сантьяго Францес. Сама от себя в шоке. Но посмотрим, что из этого получится. Впереди прогноз погоды нарисовал 10 дней дождя. Путь идет через горы. Посмотрим. Дальше Лионский кафедральный собор, 13 век, один из самых известных храмов в Северной Испании. На тротуарах начала замечать обещанные символы. «Оля, Камино! Теперь у меня есть креденциаль. Сюда нужно дважды в день проставлять печати». Увидела заветную стрелочку на древних вратах. Так обозначают путь. А это площадь Майор. Когда-то здесь проводили бои быков, и знать с балконов наблюдала за действом. А сегодня здесь ярмарка, и можно попробовать вкусняшки. А здесь можно помыть персики. Шляпные магазинчики здесь на каждом углу. Профессиональный взгляд. Вижу издалека. Одна из святынь Испании – первая христианская церковь, базилика святого Издора. И здесь его мощи. Эти древние камни приводят меня в трепет. Сколько им довелось увидеть, ведь им по 1000 лет. А это монастырь святого Марка. Сейчас здесь роскошная гостиница. А раньше здесь останавливались пилигримы. Но в разное время была здесь и казарма, и тюрьма, и даже концлагерь. Камни все помнят. Напротив монастыря отдыхает в тени пилигрим. Ох уж эти ноги! Самое больное место каждого путника. Древние крепостные стены, свидетели былого величия Римской империи. Сейчас я в городке Сан-Мартин, в 24 километрах от Лиона. Сегодня передо мной встал выбор: или остаться утром в Лионе и осмотреть все красивости, либо бежать по маршруту 24 километра. Конечно, я поняла, что я очень хочу посмотреть город. Набегала по нему 10 километров и поняла, что еще 24 я точно не осилю. И поэтому подъехала сюда автобусом. Здесь у меня забронирован альберге. Больше у меня никаких броней нет. Поэтому завтра и последующие дни буду полагаться на удачу. Позади меня старинная церковь с колокольней. На вершине ее как будто гнездо аиста. Очень интересно. Ужинали в альберге с моими новыми знакомыми. Итальянки идут по 20 с лишним километров в день. Автобусом не пользуются. Попросила их поприветствовать моих друзей. Ciao. Видео? Hi! Hi!
Я еще встречу их на пути. Сегодня, похоже, я одна буду спать в большой комнате. А меня пугали, что по всему пути мест не будет. Сегодня 1 сентября, раннее утро, солнце еще не встало. Сегодня дорога будет такая. Иду вдоль кукурузы. Заснуть ночью так и не удалось, поэтому пришлось выйти рано. Еще было темно. С перепугу пошла в обратную сторону. Хозяин хостела бежал за мной, чтобы меня вернуть. Анекдот. Это второй раз в жизни. Первый раз было тоже рано утром на байдарках. Но ничего, найду свою дорогу. Хоспитал де Орбига славен своим мостом. Давным-давно одна Донья не приняла ухаживания некого Дона. Так он от отчаяния бросил все свои дела и ушел с другими шевалье защищать этот мост. И несметное число раз побеждал там в рыцарских боях. Сам городок мал, но чуден. Нужно сказать, что в древности замки были убежищем для пилигримов, поскольку они становились легкой добычей для разбойников, и рыцари обеспечивали им защиту. Пейзажи очень впечатляют. Там внизу Асторга. Сегодня мне туда. Хотела сэкономить силы и подъехать на автобусе. Да куда там? Не сложилось. Так что все свои километры сегодня взяла с собой. Все 24. День выдался очень жаркий, я еле-еле дошла до Асторга. И здесь красота. Городок древний, расположен на возвышении и окружен мощными древними крепостными стенами, которые очень гармонично вписываются в современный город. А здесь древний храм и здание монастыря при нем, где все века принимали пилигримов. К счастью, совершенно спокойно заселилась в альберге, места были, полно велосипедистов, песни уже поют. Альберга замечательный. Моя келья на 4. Очень чисто и удобно, а виды из окон и веранды нет слов. Сегодня бродила вечером по городу, хотела найти ужин пилигрима, и что-то он мне не попался. Зато набрела на гастроном, купила вкусняшек и посидела с пивом на веранде. А это одна из площадей. И скромные ночлежки для более состоятельных паломников. Велосипедисты в альберге шумят и смеются все время, обзавидовалась. Но в альбергах очень строгие порядки. В 10 вечера отбой. Из 6 до 8 утра все должны уйти. Устала очень. Завтра тяжелый день с подъемами. 21 километр.